У вас обнаружены кандиломы. Срочно нужно удалять, иначе будет рак. Эту фразу в частных клиниках слышат тысячи женщин ежедневно. И знаете что? В 95% случаев это прямой обман. За много лет практики я видел женщин, которые потратили 200-300 тысяч рублей на удаление невидимых глазом точек, которые исчезли бы сами через год-два. В этом видео я расскажу вам правду о кандиломах. Когда они действительно опасны, а когда это просто способ выкачать деньги из вашего кармана, пользуясь вашим же страхом. И главное, вы поймете, как защитить себя от медицинского терроризма, замаскированного под заботу о здоровье. Меня зовут Павел Сапего, я консультирующий врач-акушер-гинеколог, репродуктолог, врач-психотерапевт и натуропат. Подпишитесь, подписывайтесь на мой канал, здесь много интересного и не только о женском здоровье, но и о женском счастье и психологии. Представьте себе антикварную лавку с нечестным оценщиком. Вы приносите ему обычную монетку, вы собираете монеты, а он достает увеличительное стекло, делает серьезное лицо и говорит: «О, это очень опасная монета, видите эти пятнышки? Они могут распространиться на всю вашу коллекцию монет. Срочно нужна дорогостоящая обработка». Сейчас расскажу, как работает коммерческая гинекология с кандиломами. Первое. Врач берет кальпоскоп, кальпоскоп – это увеличительный прибор, и начинает охоту на микроскопические образования во влагалище. Второе. Каждую найденную точку записывает протокол. 5 кандилом – одна цена, 15 – другая. Чем больше находок, тем дороже счет. Третье. Включается фактор страха. Это ВПЧ, это может стать раком. Хотя, на минуточку скажу, кандиломы вызываются не онкогенными типами ВПЧ 6 и 11, которые рака не вызывают. Шаг 4. Дальше идет эмоциональное давление. Как вы будете жить с этим? А что партнер скажет? Вы его заразите. И результат. Напуганная женщина соглашается на болезненную и бессмысленную процедуру. А сейчас давайте разберемся. Ну что же такое кандиломы без медицинской мистификации и страшилок? Представьте, что ваше тело – это как большой сад. ВПЧ – это как семена одуванчиков, которые разносит ветер. Они есть практически в каждом саду. У 80% людей есть ВПЧ. Но распространяются они при определенных условиях. Кандиломы – это одуванчики на вашем участке. Они бывают двух типов. Одуванчики на газоне, наружные кандиломы, их видно, и они портят эстетику. Если вам не нравится, вы можете их убрать. И одуванчики в дальнем углу сада, кандиломы во влагалище. Их не видно ни вам, ни гостям. И они никому не мешают, и, скорее всего, через год, два, три сами засохнут и исчезнут. И ключевой факт. Исследование Москики в 2012 году показало, что 91% кандилом исчезает самостоятельно в течение 2 лет, без всякого лечения. Но коммерческий садовник приходит с лупой, находит каждый одуванчик в дальнем углу сада и говорит: «Это катастрофа! Срочно нужно удалять каждый». Расскажу историю Марины. 28 лет, молодая мама. Пришла на профилактический осмотр через год после родов. Жалоб у нее никаких не было. Врач в частной и дорогой клинике провел кальпоскопию и обнаружил 23 кандиломы во влагалище. 1-2 мм каждая. Марина их не видела, не чувствовала, но врач сказал: «Марина Валерьевна, это бомба замедленного действия. Вы же знаете, что можете заразить мужа и ребенка. Цена лечения 180 тысяч, по 8 тысяч за каждую точку». Марина в панике согласилась. После процедуры 2 недели адской боли, кровотечение, невозможность сидеть нормально. Половая жизнь была парализована на 2,5 месяца. Через полгода она пришла ко мне с хроническими болями во влагалище. При осмотре я увидел множественные рубцы от прижиганий. «Доктор», — говорила Марина,
А знаете, что самое обидное? Подруга недавно показала мне результаты своих анализов. У нее тоже есть кандиломы. Но ее врач сказал, это норма, ничего удалять не нужно. Получается, я потратила 180 тысяч, изуродовала себе влагалище просто потому, что попала не к тому врачу? Так что ли? Кроме гинекологии, я имею специализацию по психотерапии, и как психотерапевт я вижу, какие струны души задевает слово кандиломы. Первое – это архетип грязной женщины. ВПЧ передается половым путем, и женщина автоматически ощущает стыд. Я где-то что-то подцепила, я грязная, я нечистая. Второе – это страх за близких. А вдруг я заражу мужа, а вдруг дети? Хотя, как я и говорил, кандиломы 6-11 типа не передаются через бытовые контакты и не опасны. Третье – это синдром хорошей пациентки. Отличницы. Женщина думает, врач лучше знает, он же специалист. Если он говорит удалять, значит надо удалять. Четвертое – это магическое мышление. Удалю кандиломы, и ВПЧ исчезнет. На самом деле вирус остается в организме, и кандиломы могут появиться в любом другом месте. Статистика исследования Джейнс и Чан 2008 года доказывает, что женщины, которым объяснили природу кандилом и дали время подумать, в 73% случаев отказались от удаления. А те, кого лечили сразу же, в 91% согласились на процедуру. И вывод для вас. Торопливость – главный союзник коммерческой медицины. Давайте посмотрим на проблему кандилом со стороны доказательной медицины. Мета-анализ Кохрейн 2017 года проанализировал исходы лечения генитальных кандилом у 12 тысяч женщин. И вот что получилось. Самоизлечение без вмешательств у 91% в течение 2 лет. Рецидив после лечения у 25% женщин в течение 6 месяцев. Осложнение после лазерного удаления у 34%. Рубцы, боли, фиброзы, дисфункции различные. Исследование Браун 2019 года сравнили 2 группы женщин с вагинальными кандиломами. Группа наблюдения без лечения. Через 18 месяцев кандиломы исчезли у 87%. И группа лечения лазерное удаление. Рецидивы у 31%, хронические боли у 22%. И позиция ВОЗ по этому вопросу. Бессимптомные генитальные кандиломы, невидимые пациентки, не требуют лечения и не представляют онкологической опасности. Итак, когда кандиломы нужно удалять, а когда это просто коммерция? Обоснованные показания для удаления. Первое – это видимые наружные кандиломы, которые мешают вам эстетически. Второе – это крупные образования более 1 см, которые травмируются при ходьбе. Третье – это кровоточащие кандиломы, которые постоянно повреждаются. Четвертое – быстро растущее образование у беременных из-за гормональных нарушений, изменений на гормональных. И когда не нужно удалять, когда мелкие кандиломы во влагалище, которые вы не видите и не чувствуете, когда единичные образования размером менее 5 мм, когда рекомендуют удалять кандиломы для профилактики или чтобы не заразить партнера, в кавычках, естественно. Не нужно удалять кандиломы при беременности, если они не мешают родам. И золотое правило гинекологии. Если вы сами не видите проблему, скорее всего, ее и нет. Альтернатива агрессивному лечению. Так как я врач-натуропат, я рекомендую укрепить иммунитет, добавить витамины, местные иммуномодуляторы растительного происхождения, коррекция микробиома влагалища и, естественно, самое главное – это снижение стресса, основного фактора, который ослабляет иммунитет. Как защититься от коммерческих схем? Даю вам алгоритм. Если вам предлагают удалять кандиломы, спросите, сколько их по размеру, а я могу их увидеть сама? Какой тип ВПЧ их вызвал, онкогенный или нет? Что будет, если я ничего не буду делать 6 месяцев?
Ничего не будет. Сколько стоит каждая процедура? Почему цена зависит от количества? И, наконец, красные флажки коммерческой клиники. Это срочность. Надо удалять немедленно. Запугивание. Это может стать раком. Прайс по количеству. Цена вырастает с каждой найденной точкой. Еще это отсутствие альтернатив. Только удаление. Никаких других вариантов. Что делать? Получите второе мнение у независимого специалиста, который не зарабатывает на процедурах. И помните, ваш страх – это чужая прибыль. Не принимайте решения в состоянии паники. Помните, ваше тело не нуждается в зачистке каждого неопасного мелкого образования. Кандиломы – это не приговор, это просто особенность, с которой живут миллиарды здоровых людей. Не позволяйте превращать ваши естественные процессы, вашу жизнь естественную, в источник чужого дохода. Большинство кандилом безопасны, исчезают сами в течение нескольких лет. Это научно доказанный факт. Когда будете готовы, и у вас есть те или иные вопросы по поводу своего физического, нервного, душевного здоровья, я приглашаю вас записаться на консультацию. Разберем вашу ситуацию без коммерческой заинтересованности. Определим реальные показания и найдем щадящие альтернативы агрессивным процедурам. Я помогу вам отделить реальные медицинские потребности от маркетинговых уловок. Запишитесь по ссылке в описании под этим видео. И помните, лучшая защита от ненужного лечения – это ваши знания. Будьте информированы. Берегите себя. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Подпишитесь на канал, напишите позитивный комментарий. И я желаю вам счастья. Всегда ваш доктор Павел Сапего.